Лилята, конечно, яблочный пирог, который вы для нас приготовили, это был фантастика. Но я точно знаю, что будут люди спрашивать. О чем будут люди просить? Кто посмотрит видео, кто прочитает рецепт. Скажут, что-нибудь попроще не могли бы приготовить? Самый простой, всех простейших уже блины, оладьи из печи. Блины из печи. Да. Ох, знаете, Проще всего и быстрее. Когда я построил себе яблочный. русскую печь, я вспомнил, что по-русски говорят блины пекут. Понимаете, вот вроде бы на сковородке, мы же жарим на сковородке их, да? Но все говорят, блины пекут. Вывод, что когда-то блины пеклись только в печи. И я стал искать, как испечь русские блины в печи. И это оказалось очень непростое дело. Слушайте, а у вас там что, тесто готовое было, что ли? Там у меня была затевочка. Для того, Что? чтобы Как? затевочка с вечера оставляют. Затевочка. Да, специально оставляю. Затевают что-то, что затеяли, затевают с вечера. Да. Слушайте, какой богатый русский язык. А? В Казани я услышал новое слово, которое никогда не слышал раньше. Затевочка. Очень вкусное слово. Так что это такое затевочка? Это опара, по-другому говоря. Так. Жизненькая опара. Я Как его вы её оставляю готовили? в холодильнике. Сахар и мука и вода. Что, дрожжей нет? Дрожжи есть. На литр жидкости я беру одну пачку дрожжей, вот это 10-граммовые, 11-граммовые. Ну, вот которые А сухие такие, дрожжи. да, Сухие. такие живые дрожжи 100-граммовые, там четвертая часть. На 4 делишь? Ага. 25 грамм, значит. Да. Живых 25, Да. а таких 11 грамм. Да. Сколько пакетики есть, да? Да. Литр жидкости и сколько муки и сахара? Мука уж. Муку я на глаз кладу. Ну, примерно чашка. Да, чашка есть. А сахар? А это где-то полчашки, половина. Сахара полчашки. Да, полчашки. И это стоит у вас не в теплом месте, а в холодильнике? Да, вот я его достала из холодильника. Теперь к нему добавляла теплое молоко, чашку, половина чашки кипятка. Весь секрет вот в этом. И пышные такие оладьи будут. Это вот секрет. Давайте разберемся с первым делом. Вы затеяли вот эту закваску, Да, да, опару, да. и вообще не дали подниматься, сразу Ничего. поставили Да, в холодильник. в холодильнике. Я утром пришла, она уже там 33 раза поднялась, 33 раза опустилась. Даже в холодильнике? Конечно. Не понимаю. Всегда говорят, дрожжи в теплом месте, тут холодильник. Ну, когда это надо. А мне ведь на вчера не надо было, на сегодня надо. Поэтому она так, чтобы То есть долгое медленно выражение происходит. И Вот. обратите внимание, какое тягучее тесто получается. Здесь практически не было жиров, и поэтому в тесте развилась клейковина, и тесто получается тягучим. И при этом дрожжи продолжают там Бродить. плодиться, размножаться и выделять углекислый газ внутри теста, что сделает блины либо оладьи Пышными. пышными. Теперь давайте второй вопрос разбираться. Как вы сказали по-татарски называются блины? Каймак. Вы что-то путаете. Вы меня специально хотите запутать. Что такое каймак, я знаю. Не каймак. Каймак это сливки с молока собирают. Хоп. С коровьего. А К-О, краткий И, М-А-К. Кой. Каймак. Каймак. А слово Чистота. кой положи? Куй положить. Куй шунда дейлер. Куй шунда Положить. белер. Да. А это вот Коймак. каймак. Изучаем тюркские языки, изучаем татарский язык. Куй положи, кой это коймак, это значит блины, и каймак это сливки, которые собрали с молока. Хотите, я вам расскажу одну вещь? Хочу. Донские казаки издревле общались с кавказскими народами и с тюркскими народами. Так вот, эти донские казаки, когда вот уже в этой печи что-то там, хлеб испекли, там, может быть, еду какую-то приготовили, вечером, когда печка еще горячая, наливают тазик молоко
И и топить ставят в ставить. печку. Топит И они. вот то, что сверху собирается, они вот это говорят каймак. Но это не из топленого молока, это каймак. Да. А это на базаре у нас торгует, спрашивает, сізге қайнатылған қаймақ керек ме? Или қайнатмағаны керек ме, спрашивают. Кипяченое молоко, запеченное да, или надо из ма? кипяченого? Или не кипяченое. Не кипяченое, она быстро киснет. Ага, Прокисает и быстро. вкус другой. Но вкус совсем другой. Поэтому я его по много не беру, 200 грамм возьму, нам на 1,5 дня. С бабой на хлеб намажем, шалт Мухаммадян, чай попили. Все, Бабай любит чай пить, да? любит. А кто не любит чай пить? Ну, Бабай у вас строгий парень. Строгий. Вот когда вы ему сделаете такой коймак, что должно стоять на столе? Мы с маслом любим. Не с каким-то сгущенкой, с медом любим. То есть сливочное масло, Да. сверху вот этих Балмай, блин, даже делаем. с балмай мы готовили. Вы видали оладьи, чтобы не со сметаной, не с вареньем, не с джемом, а вот со сливочным маслом? Ой, мы как любим, знаете, вот я вас сейчас угощу всех, Это- да? Это очень вкусно. Ничего не надо. Значит, сливочное масло и мед. Да. А сливочное масло, прям вот такое вот растопленное сливочное масло, берешь вот гусиным пером, так намажешь ее, она прям вот так щитр, она же еще продолжает печись, и вот она прям пузырьками покрывается сверху. И такой аппетитный. Ай, хватит, не рассказывать. Так? Сначала приготовьте, потом будете дразнить. А то дразнит меня, понимаешь ли, голодного парня. От того, что в печи, вот мы их пережигаем без конца, они у нас вот такого цвета, даже я их не отдаю отбеливать, чистить, иначе потом прилипать начинает. Она чище, чем любая дорогая сковородка. Потому что как огонь очистит, ничто так не очистит. Вы имеете в виду, что вот на ней есть этот припек, вот это вот темное? Да. Это очень хорошо. Это лучше, чем любой там тефаль, мефаль, не знаю, что еще. Да. Вот это вот правильная сковородка. Смотрите, учитесь, вот правильная сковородка. Ух, Помазали маслом. красота. Значит, очень горячую сковородку, только что из печи, смазали растительным маслом. И сковородка настолько горячая, что сразу пошел запах растительного масла. Понимаете? Я думаю, сейчас там в печи на самом деле градусов, может быть, и 300 температура. Чуть-чуть меньше, чем... Что она делает? Что делает эта женщина? Что делает эта женщина? Так, будем сейчас фотографировать. Сначала берем там. Берем. Там подержите. Она сейчас по чуть-чуть у меня. Вы видали такое? У меня мама тоже оладьи пекла, но там другой рецепт теста, конечно, без всяких вот затевок и без опарный метод. Брали ложечкой тесто, раскладывали, вот тебе оладушки. А эту рукой берет и рукой выдавливает. Так, пока женщина с ухватом, Каждый смог бы. лучше бы подальше от нее. Прямо к огню подставляем. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами
из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Поворачиваете, да, уже? Конечно. Ух, блин, так они надулись. Вы посмотрите, как они надулись. Вон точки начали появляться. Сейчас будет краснеть, румяниться. Вон. Вот чтобы ровный колер был, надо его без конца вот так вот переворачивать. Иначе бывает так, что как будто муж избил. Фингалом будут они такими. Слушай, да, что говорит? Если блины получились с одной стороны с пятном, а с другой стороны белые, она говорит, это получились, как будто бы муж избил с одной стороны с фингалом. О, такую и забьешь. Она сама кого хочешь забьет. Смотрите, вот на глазах она вон как румянится. Пах. Молодец, машалла, какая красавица. Очень быстро. 3 минуты. Подождите, вы же их вот так вот не переворачивали, да? Никогда. Это дома только переворачивает. Когда просто на сковородке готовят, или в духовке готовят. Точно так же я вот сделаю. Это Курбан байрам бывает, ураза биткаш. Блины жарим мы. Когда ураза кончается, блины жарим, гаид бывает. Я всегда вот так вечером, я в холодильник ставлю тесто, затёлочку так же. Утром в 4 часа встаю, я его бисмиллаллахиррахманиррахим ухим, да, читаю, да, по-новому домешиваю. И убираю в теплое место уже, чтобы поднималось. Затем только начинаю их жарить. Вы жарите дома не в печке? На сковородке. Нет, не в печке, у меня печки нет. Печки нет, на сковородке. Что, прямо на газу? Прямо на газу. Так. Они такие же пышные, дырчатые. Вот одни сыр российский бывает с дырками. Вот такой с тогда дырками. переворачиваете уже, да? Нет, его не переворачивают. А как тогда сверху же белый останется? Белый, да. Он белый. И его вот сливочным маслом я прям макаю, масло, чтобы стекло, и тарелку ставлю. Опять макаю, стекает, на тарелку ставлю. И шумно берешь, вот так вот кусаешь, и у тебя по рукам вот это масло течет. Мы вот так любим. Я не знаю, вы как. Да мы тоже так любим, нам просто никто не готовит. Жена в 4 утра не встает, бисмилла не говорит, затёмочку не добавляет муку. У меня тоже жена хорошая, она у меня в 7:30 встает, и пока все дети, или внуки, если внуки приезжают проснуться, вот такая вот гора блинов будет. О-хо-хо-хо! Ой, подожди. Ай, подожди. Ой-ой-ой, ой, какой пар идет от них, смотри какой. Ребята, смотрите, она говорит, это вот надо сливочным маслом, вот так вот, чтобы потекло по рукавам. Вот такой должен быть. Вон они пузырятся, видите, вон масло. Вон продолжает дальше выпекаться. Вот Ух теперь ты, мы еще мед. помазали Вот это медом, да. помазали маслом. Подержите руку на одном месте. О, красивая фотография. И шунды, да, вкусные оладушки получились у нас. Можете попробовать. Можно мы? Да. Можете Давай. попробовать. Самый сладкий дайте мне. Вон самый сладкий на самом низу, все стекло туда вниз. Йо-хо-хо.
Они уже остыли, да? Нет. Самая правильная температура подачи. Да? Мед надо побольше. Вот мед, бля, ложку, бля. Смотрите, какие они внутри. Видите, какие? Вот сюда можете чуть-чуть мед налить? Мне? Вот чуть-чуть. 2 капли. Много не надо. О, вот это красота. О. Все. Передача закончена. До свидания. Зеляпа. Как-то давайте по-нашему, по-татарски скажем им, чтобы они уже шли тоже готовили оладушки. Надо сказать им какое слово? Ашларыгыз. Давайте вместе. Ашларыгыз тамле болсын. Бірге болсын. Масло по рукам течет. Вот именно мы такой любим. Мед течет. Не, и сын такой любит. Мам, мой на кубик положи, пожалуйста. Оладушки меня кормят. Все, уеду я от вас. Перееду в Татарстан. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге.